Меня зовут Эльмира. Я преподаватель русского как иностранного. Кто ты? У меня папа иранец и мама русская. Ты знаешь, я тоже всю жизнь изучаю языки. Это не история любви с первого взгляда. Твоя страсть. Это самый трудный для меня вопрос. Китай — это большая страна, наш экономический партнер. Смотрите, в Иране нет войны, там абсолютно безопасно. Привет, друзья! Меня зовут Сергей. Сегодня я взял интервью у Эльмиры. Она из России и из Ирана. У нее есть свой аккаунт в Инстаграме. Посмотрите, пожалуйста. Мы будем говорить сегодня очень и очень медленно. Если вам интересно, кто такая Эльмира, как ее родители познакомились, то смотрите это видео, я уверен, оно вам понравится. Прежде чем мы начнем, я хочу вам напомнить, друзья, в июле открывается моя школа Russian Storytellers. Если вы хотите изучать русский, используя метод истории, то, пожалуйста, записывайтесь здесь или здесь. Первые 30 людей получат скидку навсегда. Так что успевайте, пока не поздно. Ну что, больше без предисловий. Поехали! Привет, Эльмира! Привет! Спасибо, что сегодня пришла к нам на канал, на подкаст. И я думаю, что нам будет очень интересно послушать твою историю. Спасибо за приглашение. Очень рада стать частью замечательного подкаста. И всем привет зрителям. Не за что, не за что. Но вообще, Эльмира, сегодня я бы хотел познакомиться с тобой получше, поэтому давай начнем с самого простого. Расскажи, откуда ты, вот, и чем ты занимаишься? Меня зовут Эльмира. Я преподаватель русского как иностранного. Работаю я с Ираном, с иранцами. И вот уже 5 лет, а может быть и 6, точно надо посчитать. Я влюбляю иранцев в русский язык и русскую культуру. Я автор образовательного аккаунта Эльмира Russian School в Инстаграме. Можно сказать, что это популярный аккаунт в Иране по обучению русскому языку. Вот Да, так. очень классно, очень классно. Я видел твой Инстаграм, да, не канал на Инстаграме, как говорить, твой аккаунт, да, Аккаунт. твой аккаунт на Инстаграме, и действительно очень классный, очень много людей, почти, я думаю, 60 тысяч, да, около того. У тебя... Я сейчас уже забыла точную цифру, потому что на момент, когда мы сейчас записываем этот подкаст, в Иране, к сожалению, не самая лучшая ситуация, но я надеюсь, когда выйдет запись и когда мои студенты иранцы, мои подписчики будут смотреть этот подкаст, в Иране уже все будет хорошо и все уладится. Я тоже на это надеюсь. Дай бог, чтобы все было в порядке, все были живы, здоровы и в безопасности. Вот. Но самый главный вопрос, конечно, у меня, я думаю, как и у зрителей, почему именно ты преподаешь для иранцев, и ты живешь в Иране сейчас, и, как я спросил до этого, откуда ты? Расскажи твою историю. Да. Кстати, это самый трудный для меня вопрос, откуда я, потому что у меня папа иранец и мама русская. И так получается, когда меня спрашивают, откуда я не знаю, что точно нужно ответить, потому что можно ответить по-разному. Э, Откуда я? Сейчас я большую часть живу не в Иране, так как там
не та ситуация, к сожалению, но я 5 лет жила и училась в Иране. Именно поэтому, наверное, я начала работать с Ираном. Мгм. Хорошо. А где ты живешь сейчас? Сейчас я живу в Астрахани. В Астрахани, понятно. Ты там родилась? Да, я родилась, да, моя мама отсюда, вот, а папа из Ирана. Интересно. А расскажи, как твои родители познакомились? На самом деле это очень интересная история. Это не история любви с первого взгляда. У нас есть любовь с первого взгляда, а есть от ненависти до любви. И вот от ненависти до любви это история моих родителей. Я забываю часто подробности. Если я вспомню, я еще добавлю в комментариях. Кому Хорошо. интересно, Мгм. опять заходите посмотреть этот подкаст, я буду добавлять детали. В целом, это было очень давно, лет 30 назад. Мой папа из Ирана приехал в Россию. Он приехал работать, и я помню, что, ну, я не помню, меня не было, но мне рассказали, со мной поделились. Тогда мой папа приехал работать в компанию Иран Ходро. Это иранские автомобили, производство иранских автомобилей, и он приехал работать. На тот момент моя мама тоже там работала. На самом деле моя мама по образованию и вообще она музыкант. Она М. окончила музыкальную школу, но в те года был экономический кризис, кажется, и все должны были работать, поэтому моя мама работала не по профессии. И вот в этой организации, собственно, они познакомились. Мой папа тогда уже хорошо говорил по-русски. Я не знаю, какой уровень, но его уровень ему позволял ругаться с моей мамой. Да, они ругались часто. Вот не помню, зачем и почему, не знаю. Я добавлю в комментариях, спрошу обязательно. И даже мой папа жаловался начальству на мою маму. Был такой момент. Да, они не ладили между Мгм. собой. И маме мой папа поначалу вообще не нравился. У них была такая ненависть Мгм. взаимная, Мгм. как кошка с собакой они Мгм. были. Вот. Через некоторое время моя мама ушла из этой организации, и последняя их встреча там была, когда она пришла за своими документами, и папа пригласил ее попить кофе. М. Да, и взял ее номер, но тогда не было мобильных телефонов и Мгм. домашний номер. Он взял ее домашний номер, и вот так они встретились потом. И вот на этой встрече мама поняла, что папа очень интересный, очень заботливый и настоящий иранский джентльмен. И Мгм. вот у них потом что-то Началось. закрутилось. Закрутилось, завертелось. Очень классная история. Действительно, я думаю, что такие истории бывают чаще, чем мы готовы это признать, но люди всегда любят рассказывать только о любви с первого взгляда. А такая история на самом деле мне больше нравится. Ты знаешь, когда у людей есть какие-то конфликты, эта история очень интересная, очень необычная, и мне нравятся такие истории больше, чем те, когда вот все так идеально с первого взгляда, птички летают, понимаешь? Я думаю, что у меня с моей женой не совсем похожая история, но мы действительно тоже были друзьями, я думаю, полгода, и очень много друг друга подкалывали.
То есть подкалывали, значит, подшучивали друг над другом. Вот. И я думаю, что не было ненависти, но был такой сарказм большой. Вот. И, наверное, потом все-таки какие-то эмоции, да, мы смогли в друг друге пробудить и стали встречаться. Самое интересное, что моя мама рассказывает, что она прям терпеть не могла моего папу. То есть у них прям была взаимная такая ненависть, они не здоровались, когда видели друг друга. Э, вот такая вот у них история, но потом, когда они уже познакомились поближе и вот пошли выпить кофе, посидели, поговорили, папа раскрылся для нее с другой стороны, а она ему нравилась с самого С начала. самого И начала. нравилась, да, и нравилась она ему, потому что она была такая холодная, М, строгая и серьезная мгм. женщина. Интересно, интересно, да. Интересно, как у всех по-разному. Хорошо. И тогда после этого твой папа, он остался жить в России, Да, да? То есть они да, поженились, да. и потом родилась ты, я думаю, или твоя сестра, или брат, Родилась я и потом мой братик. твой братик. Он еще маленький. Да. Нет, ему уже 18, но для меня он маленький всегда. Понимаю, понимаю. Моей сестре почти 30 лет, и для меня она все еще подросток, тинейджер. Я не знаю. Это очень Так, странно. стоп, тебе не 20. Ты выглядишь, как будто тебе 20. Ну, Эльмира, Камон! я благодарен за твои комментарии, но, Вот это да! конечно, мне совсем не 20, Эльмира, мне 33. Вот, и да, я уже старенький дедушка, миллениал. Очень Вот. молодо выглядишь. Когда сказал про жену, я такая: "Что? Жена? Что происходит?" А сейчас уже и про сестру. Я в шоке. Да, ну, я не знаю, что сказать. Конечно, я благодарен за комментарии, хотя на самом деле, когда я был подростком, я всегда выглядел наоборот старше. Когда мне было 14 лет, люди думали, что мне 18 лет. И это было круто. В то время это было классно, потому что ты всегда хотел выглядеть взрослее, да? Вот. Но потом пошло по-другому. Ну хорошо, давай говорить о тебе, не обо мне. Ты сегодня наша героиня. Вот. И когда ты росла, когда ты была маленькая, ты одновременно изучала два языка? Твой папа говорил с тобой только на фарси, или ты уже потом начала изучать персидский? На самом деле всегда к таким детям, как я, от них ожидают очень многого. От них ожидают, это ожидание реально, чтобы мы хорошо говорили на двух языках, чтобы мы знали все моменты культурные, хорошо знали традиции. И если мы чего-то не знаем, в языке или в культуре, то сразу: "Как это так? У тебя же папа иранец, ты не знаешь?" Вот такие вопросы. Я росла, да, э, мой папа говорил со мной только на фарси, и мы росли в целом, с любовью к языкам, потому Мгм. что с детства мои родители отдавали меня на разные языковые курсы. Пока все ходили рисовать или заниматься музыкой, я учила языки. И сейчас, я благодарна, что так. Да, это хорошо, когда с детства вы говорите на многих языках, но вот это ожидание всегда я чувствовала, что от меня хотят. Даже знала, чтобы я историю двух стран М. прекрасно знала, и поэтому я помню, что я всегда читала, всегда училась.
Я была, может быть, такой книжный червь. Я могу так про себя сказать, да. Интересно, интересно. И сейчас на скольких языках ты уверенно говоришь, скажем так? Уверена не на одном. Не уверена вообще. Язык- это невозможно сказать, что мы уверенно говорим. Э, Мгм. можно сказать, что мой родной язык- это и русский, и фарси, потому Мгм. что, бывают такие моменты, когда я понимаю, что я знаю как будто бы фарси лучше или Мгм. русский лучше. Мгм. Здесь я не знаю. Еще я знаю английский, я учила турецкий, французский, арабский, Мгм. но говорить я не знаю, потому что язык- это такой инструмент, как, наверно, как мышца, его нужно Мгм. использовать. И когда ты не используешь, к сожалению, все забывается. Но я Мгм. стараюсь, я стараюсь. Сейчас я хочу прям активно начать изучать французский Мгм. и довести до хорошего уровня, потому что Мгм. мне очень нравится этот язык, очень нравится. Я обожаю французский. Так, Здорово, здорово. Мне это очень интересно, потому что, ты знаешь, я тоже всю жизнь изучаю языки, и так же, как ты правильно сказала, у других детей родители отдавали их на рисование, на да, не знаю, музыкальные уроки, да, музыкальная школа. Я изучал английский с 5 или с 6 лет. Когда мне было 10 лет, мой папа отправил меня изучать китайский. Он сказал: сын, Китай — это большая страна, наш экономический партнер, ты должен знать он их язык. знал, он все знал. Он все знал, действительно, да. Но, как ни странно, китайский мне как-то в то время не зашел. Я думаю, что я пытался его изучать с 2 или с 3 подходов, и в конце концов всегда его бросал. Я думаю, наверное, просто методика в то время была немножко скучная. И вот мне очень трудно запоминать иероглифы. Ты знаешь, я прям очень сильно страдал с этим. Может быть, сейчас я бы более осознанно к этому подошел, но в тот момент мне было трудно. То есть я, когда ездил в Китай, и мы учились в летней школе, я говорил. Но вот читать, особенно писать, это просто ужас. Вот. Китайский очень сложный, я не знакома, к сожалению, но в целом я знаю, что это очень сложный язык. Но я люблю сложные языки Мгм. изучать. Это интересно. Безусловно. Я на самом деле, ты знаешь, какой сейчас язык я изучаю? Какой? Ты- Португальский какой-нибудь? Португальский? Почему португальский? Не знаю. Я покажу тебе сейчас. У меня есть, я думаю, мои зрители, которые смотрят мой канал, очень часто они знают, какой язык я изучаю. А я покажу тебе фрагмент. Смотри-ка. Реально, что ли? Да, я изучаю фарси уже наверное, 2 месяца, я думаю, да. Пока я много не могу сказать. Могу сказать салам, чек хабар, читори, эсмеман Сергей, да. И такие вещи, да. Но пока я Я в учусь читать и шоке. писать. Да. Да, Ты правильно все делаешь. Ты все делаешь правильно. Ты на верном пути. да, Отлично. да, я на А самом деле... почему? Мгм, да, говори. А зачем? На самом деле я давно хотел начать изучать фарси. Я думаю, ну, мне всегда, во-первых, меня всегда привлекала письменность. Арабская письменность, я думал, это одно из самых красивых. Я очень часто был Да. в мечетях, я очень люблю ходить в мечети. Я не мусульманин, но я думаю, что потому что мои предки были мусульмане, возможно, у меня это в крови. Да, мой прадедушка, он был мулла, ты знаешь, кто такой мулла? Это как, Как как интересно. имам, да-да-да-да.
Если Вот. я не знаю, то кто? Кто? Да, но не все Ну, знают это кто, кроме слово. меня? Да, 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 да. Вот, поэтому, да, меня всегда именно впечатлял арабская письменность, но сам арабский язык меня почему-то не очень привлекал. Может быть, как-то по звучанию он казался слишком жестким, или грамматика у него какая-то сумасшедшая. И я всегда его побаивался. Но персидский, как с другой стороны, это индоевропейский. Я подумал, что будет круто начать с персидского, вот. Не могу сказать, что меня прямо как-то завораживало произношение этого языка раньше, да, но сейчас, по мере того, как я начал его изучать, мне он очень нравится. Вот. А почему именно сейчас? Ну, я думаю, как ты правильно поняла, несколько месяцев назад началась атака. Я буду говорить все как есть. Израиль, Америка начала бомбить Иран, и я был в большом негодовании от этого. Я очень сильно... У меня было, как, я думаю, почти как вторая депрессия началась после начала войны Украины с Россией, вот. И поэтому я подумал, что единственное, что я могу сделать, это поддержать иранский народ. И я думаю, тем, что и буду изучать их язык, вот. Вот, как-то так. Спасибо. Я уверена, что мои подписчики, иранцы, когда будут смотреть этот подкаст, они будут просто счастливы и будут в восторге, потому что это язык Умар Хайяма. Не Это забываем. я знаю. Я вообще, чем больше я изучаю про иранский язык, иранскую культуру, тем больше я понимаю, насколько она большая, глубокая, там так много всего, и вообще мир об этом так мало знает. Особенно на Западе, что люди думают про Иран и что есть правда, это просто вот... Да. Я просто в шоке. То есть да, то есть я думаю, что про Россию Иран есть просто, много да, стереотипов, а про Иран так еще больше. Тут просто вот... да, да. Вот. Некоторые думают, что в Иране война, но в Иране нет войны на самом деле лет 50, по-моему. Мгм. Нет абсолютно никакой войны, и Иран нужно увидеть своими глазами, и когда человек приезжает в Иран, и он видит отношения, он видит людей, он видит красивые места, природу в Иране, их менталитет, то обычно люди влюбляются. Но да, к сожалению, обычно я должна всем доказывать, что смотрите, в Иране нет войны, там абсолютно безопасно, люди живут там свободно, они очень добрые, очень веселые, и в целом это прекрасное место для туризма, но очень многие открыли для себя Иран. Вот последние несколько лет я слышу часто. Мгм. Это хорошая новость. Вот. Я решил, что для меня сейчас это тоже мотивация, потому что моя следующая большая поездка, мы с женой решили, что мы поедем в Иран. Вот, поэтому я сейчас готовлюсь. Вот, моя жена Договоритесь со мной. Вам нужен обязательно, гид. обязательно. Нам нужно, чтобы мы вместе встретились. Я думаю, будет очень круто, если ты в это время будешь тоже там. Вот, С удовольствием. да, Я поэтому приеду. Я приеду. С все, удовольствием. все, договорились. Тогда у меня другой вопрос. Скажи, а твой папа, откуда именно он из Ирана? Из Тегерана или из каких-то других мест? Потому что я в Иране знаю сейчас только два города, я думаю, это Тегеран и Ком, как по-русски мы говорим. Это Да, да. Ком. да, да, но я пытаюсь произносить Мгм. этот звук, это очень трудный звук, это Ком. гом, да, типа такой. Ком. Похож как чуть-чуть я ассоциирую его с украинским г, это как гом, да, что-то типа того, да? Мгм, мгм, мгм. Вот, Да. да. Да, и я знаю только эти два города, да, но расскажи, твой папа, вот, где он родился и вырос? Мой папа из прекрасного города Шираз. Сейчас. После нашего подкаста ты можешь пойти и посмотреть. Это один из самых больших городов Ирана, и он самый красивый, наверное. М, Там
Это такой культурно-исторический город, может быть чем-то похож на Питер. Иранский Вот, Питер. там очень Хорошее тепло. описание. Очень Может тепло, быть, не Питер. погоды нет, но именно вот Мгм, культурным аспектом, мгм, наверное, похож, потому мгм, что там очень тепло, красиво, очень много разных мавзолеев поэтов иранских мгм. популярных. И это такой исторический город, можно сказать, очень красивый. И люди там очень такие общительные, теплые, горячие. Вот такие дела. Интересно, а в какой части Ирана находится этот город? На севере, на юге, в центре, на западе, на востоке? Если я не ошибаюсь, у меня очень плохо с географией. Хорошо. Вот и пришел момент, когда надо позориться. По-моему, ближе к югу. Но Мгм, вы не верьте мне, я могу быть не права, я могу мгм. ошибаться, с географией у меня ужасно. Извините, я не Все была нормально. готова к этому вопросу. Все нормально. Я думаю, что у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Да, для меня география — это один из моих самых любимых предметов в школе. Я думаю, была география и история. И, наверное, обществознание. Вот. Да, ну хорошо, хорошо. Обязательно я туда съезжу. И да, я Мы думаю, вместе, мы вместе все. вместе договорились Договорились. уже, что Договорились. мы Все. едем. И расскажи тогда мне вообще про себя. Вот ты преподавательница русского языка для иранцев. И Да. кроме этого, что еще ты можешь сказать про себя? Кто ты? Вот ты, допустим, не знаю, ты любишь музыку, ты играешь на каких-то музыкальных инструментах или нет, как ты сказала, про языки. Вот. Или у тебя есть какие-то другие большие хобби, какая-то твоя страсть. Моя страсть. Так, сейчас я занимаюсь йогой Мгм. активно. Мгм. Да, я занимаюсь йогой, я это изучаю более подробно. Я веду аккаунт, стараюсь вести аккаунт. Я записываю курсы обучающие. Если честно, я очень люблю свою работу, поэтому, когда меня спрашивают, кто я хочу ответить, что я преподаватель, потому что я так люблю свою работу, я не могу отделить свою работу и себя. Это всегда М. вместе, потому Интересно. что здесь соединяется все, что мне нужно. Мгм. Занимаюсь йогой, я стараюсь всегда помогать. Это могут быть приюты, это Мгм. могут быть больные детки. Я очень часто помогаю детям. Вот. Занимаюсь волонтерством, бывают моменты, всегда охотно стараюсь искать такое. Вот. Я, к сожалению, не играю ни на каком музыкальном инструменте, хотя вот моя мама музыкант, но я сама не играю. Но ты Так любишь сложилось. музыку, я думаю, потому что Я ты часто люблю, да. используешь музыку в твоих постах. Твой самый известный Да, Reels — это где ты использовала страшную версию русской сказки, да? Это реальная версия, колыбельная. колыбельная, да. Да, это колыбельная. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Да, я все Да. люблю красивое. Я Мгм. эстет. Все, что М. красивое, будь то музыка, природа, цветы, я Мгм. все люблю красивое. Вот будет красивое, и мне достаточно. Я все люблю. Я вообще очень романтичный человек. Мгм. Вот все хорошее иранское я взяла себе, да, и такой романтичный человек всегда. Я писала стихи, кстати, Мгм. когда я была Интересно. подростком, я писала стихи. Я
Был момент, когда я хотела написать роман, но Вау. потом я передумала, не знаю почему. Сейчас я мечтаю написать учебник. М, Да, я в Иране работала в студенческой газете. Ничего Да, себе. я всегда писала. Сейчас я, к сожалению, уже меньше пишу. Я пишу, наверное, сценарии для своих постов, курсы Мгм. расписываю, но стихи уже вдохновение меня покинуло Что, давно. что Да, поделать? старею. Может быть, муза к тебе еще вернется. Тогда Да. другой вопрос у меня к тебе. Смотри, когда ты росла в России, чувствовала ли ты какое-то к тебе другое отношение по отношению, точнее, со стороны твоих сверстников? Была ли какая-то дискриминация или же, наоборот, был интерес к культуре, допустим, то, что ты наполовину иранка, или когда ты в России, люди особо этого не замечали, может быть, потому что твое Мгм. имя Эльмира, я думаю, что, ну, это не супер популярное имя, да, но это тоже не Мгм. очень редкое, да. Мне кажется, есть Эльмира или Эльвира. Я думаю, больше Эльвира у нас в России, мне кажется. Хотя, может быть, я Наверно. ошибаюсь. Да, но расскажи вообще твой опыт, Мгм. да, детства в России. Чувствовала ли ты себя чуть-чуть другой или нет? Если честно, нет. Больше вообще, когда, э, вы дети вот таких межнациональных браков, вы всегда и везде это чувство, что ты чужой среди своих и Мгм. ты иностранец, оно всегда с тобой есть. Мгм. И в Иране, и здесь, без разницы, где бы ты ни был, люди все равно, до конца тебя как будто не принимают, они думают, что ты наполовину, а половина это 50%, это много. Мгм. И я не чувствовала другого отношения, больше я всегда чувствовала интерес, и больше то, что я наполовину иранка, это была моя фишка. Это есть моя фишечка, да, но понятно, что по внешности что-то происходит за кадром, и всем было интересно, но Мгм. больше всегда всем было интересно про Иран, а Мгм. иранцам наоборот, они тоже в восторге, и вот они как будто больше меня видят иностранкой, Хм. потому что они в целом очень любят иностранцев, и я М. для них всегда была иностранкой. Мгм. Вот, и было им очень интересно со мной, всегда очень много вопросов. Родители моих друзей в Иране приглашали меня в гости, и я помню, сидела я, вокруг меня все они, и они все по очереди задавали мне вопросы. Такой Да, допрос. это было очень интересно. Это было очень интересно. В целом, вот это чувство, что ты всегда иностранец, оно всегда с тобой есть, но я научилась это как бы использовать, эту фишку, Мгм. наоборот. То есть, Мгм. Да, очень интересно. То есть ты говорила о том, что для ты, так сказать, использовала эту фишку, то, что ты иностранка, и всегда это твоя как сильная сторона. Да, то есть ты никогда не видела это да. как что-то негативное. Наоборот, это очень круто, это Мгм. позитивно. Вот, интересно. И когда ты в Иране, допустим, просто говоришь с людьми на улице, они замечают твой акцент? У тебя есть какой-то акцент или нет? Или ты говоришь на Нет, фарси нет, абсолютно без уже акцента? без акцента, прожив в Иране 5 лет, а Мгм. 5 лет я жила полностью в Иране, я говорила Мгм. на фарси 24/7 почти. Мгм. Нет, никакого акцента у меня сейчас нет, и по моему разговору они не понимают. Иногда, смотря на меня, они могут задать такой вопрос, так Мгм. как
Я считаю, что у меня чисто иранская внешность, но они Мгм. так не считают. Они такие: Хотя я "Нет, думаю, ты что я русская, мы видим". они что-то видят, да, во мне, но я, Интересно. если честно, Мгм. полностью в себе вижу иранских Мгм. девушек. Вот я и они, разницы никакой. Но М. они что-то замечают во мне, да, и М. спрашивают. Но если со мной моя мама, то вопросов больше нет, потому Мгм. что моя мама, она не очень хорошо говорит на фарси, и Мгм. сразу уже все понятно. Мгм. Мама тебя сразу выдает. Скажи, Эльмира, ты, начала преподавать 5 лет назад, правильно или нет? Я начала преподавать намного раньше, просто Мгм. аккаунт завела 5 лет назад. И ты училась Но прямо в преподаю я университете на учителя на на русского, на учителя русского как иностранного, правильно? нет, у меня 2 образования. Первое юридическое. В Иране я училась на юриста, да, а потом я училась на преподавателя РКИ. То Мгм. есть я не тот преподаватель, который, работает просто потому, что русский его родной язык. Я на Понимаю. это училась и Специально. учусь. То Мгм. есть я всегда прохожу какие-то обучения, какие-то курсы. Мгм. Я, да, имею диплом. Расскажи мне, а почему, как ты считаешь, в Иране такой большой интерес к русскому языку? Иранцы очень любят русский язык в целом. Они всегда любили русский язык, русскую культуру, потому что, русская литература очень популярна в Иране, очень Мгм. популярна. И многие читают, они любили балет, то есть все это было до того, как Иран с Россией, стал дружить. Это было еще до того. А Мгм. после этого ради каких-то экономических целей, политических целей, дипломатических целей иранцы начали изучать русский язык активнее. Мгм. И это, во-первых, очень сложный язык для изучения именно для иранцев, поэтому они выбирают язык поинтереснее для изучения. А иранцы, они в целом там принято изучать иностранные языки, они все знают английский прекрасно. Мгм. Очень многие знают французский, да. М. То есть все знают какой-то еще язык Мгм. дополнительно. И русский выбирают, потому что он сложный, интересный, на нем много где разговаривают. И иранцы выбирают Россию для учебы. Мгм. Они Да, едут много студентов, поступать, да, да. учатся у нас в России? Очень много студентов, где-то 10 тысяч, может и больше. Я слышала, что 10 тысяч, но я думаю, что больше, намного больше. И сейчас уже иранцы сами находят меня, чтобы изучать русский язык. Мгм. Это не Интересно. трудно найти студента, потому что русский язык, он популярен сейчас в Иране. Прикольно, прикольно. Я думаю, что, например, во Вьетнаме русский не очень популярен. Хотя история Вьетнама и России или Советского Союза тоже была довольно тесная. Мгм. Как ты знаешь, мы тоже дружили с странами. Но сейчас английский, я думаю, номер один, потому что все равно еще много людей плохо говорят по-английски. Я думаю, что для вьетнамцев очень трудно изучать любые иностранные языки. Так, Эльмира, что опять подвисаем? Чуть-чуть, да, застыла картинка, М, но слышно было хорошо. Хорошо, тогда продолжу с этого момента. Да, но именно потому что им трудно изучать иностранные языки, то, естественно, они все силы бросают, как правило, на один язык. Вот. И моя жена, она выучила английский, но больше она не хочет изучать языки другие. Она чуть-чуть говорит по-русски, да, но тоже ей очень это трудно. Вот. Твоя жена из Вьетнама. Да, она вьетнамка. А,
Как интересно! Да? Это супер! Потом у вас будут такие дети, как я. Да, да, это тоже, поэтому мне тоже интересно твой опыт, да, вот, и мне интересен опыт людей, у которых есть родители из разных стран, из разных рас, вот, поэтому, да, я думаю, надеюсь, что все будет здорово, вот, и они тоже будут говорить по-русски, по-вьетнамски, по-английски, да, и, может быть, еще какой-нибудь другой язык, вот. Главное, я думаю, с детства показывать им любовь к своей культуре, к своему языку, потому что я помню, что с детства папа, он читал сказки на фарси мне, он разговаривал со мной на фарси, он всегда объяснял культурные моменты, и он показывал, что да, мы не живем в Иране, но его культура, его язык — это что-то очень важное, что нужно знать обязательно. Здорово. Хорошо, но я бы с тобой еще говорил долго и долго. Может быть, я тебя приглашу в другой раз. Мы можем поговорить на другие Давайте, темы. давайте, Вот. часть 2. Часть 2, да, почему бы и нет. Но сегодня, я думаю, мы закончим. И да, Эльмира, что бы ты хотела сказать нашим зрителям, моим, может быть, твоим, кто с твоего канала? Что бы ты могла сказать, чтобы, так сказать, наставить их на путь истинный? Я вообще очень рада, если кто-то сейчас смотрит наш подкаст, и если мы смогли сделать так, чтобы на лице появилась улыбка, чтобы человек просто с удовольствием провел время и посмотрел наш подкаст, значит, все не зря. Я желаю всем кучу позитивных моментов и всего хорошего. И я очень рада, что этот подкаст будут смотреть люди, которые любят изучать разные языки. Изучайте русский, изучайте фарси, если хотите, другие языки. Но обязательно изучайте какой-то Мгм. язык иностранный, потому что это очень интересно, просто знакомиться с другой культурой. Это очень интересно, и это делает из вас очень интересного человека. А вообще делайте все, что хотите, все, о чем мечтаете. Вы никому ничего не должны. Делайте, что Вот. хотите. Не слушайте меня, если вам не нравится изучать языки, Никого не делайте слушайте. что хотите. Не, мне нравится, да. Я действительно считаю, что языки изучать можно по разным причинам, и даже если у вас нет какой-то важной практической причины, просто ради расширения кругозора, ради понимания культуры другой, я думаю, что это очень важно. И для поддержания нашего ума, потому что с возрастом мы уже не Да, такие, как сказать, не так быстро соображаем, вот, а языки — это очень хорошая тренировка, вот. да. Все, тогда спасибо, Эльмира. Еще раз, друзья, не забудьте переходить если вы говорите на фарси, откуда бы вы ни были, и вы хотите изучать русский, обязательно переходите на аккаунт Эльмиры в Инстаграме. Вот, я думаю, что она вам поможет. Просто приходите. Или Просто приходите просто приходите, посмотреть. да. Да, поддержите, почему бы и нет. Вот. Всем хорошего дня, до скорого и пока-пока. Итак, это все на сегодня. Спасибо, что вы смотрели это видео. Если у вас есть еще вопросы для Эльмиры, пишите в комментариях, и она будет на них отвечать. Большое спасибо всем моим патронам на Патреоне, а особенно моим супер патронам: Веро, Мелиса, Майкл, Брюс Ли, Алекс, Андрея, Джефф, Кайл и Джош. Благодарю вас, большое вам спасибо за поддержку. Если вы тоже хотите поддержать мой
канал, мой проект, переходите на Patreon или становитесь студентом моей новой школы Russian Storytellers. Всего хорошего и до скорого. Пока-пока.